Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы и гости моего канала. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень необычный, интересный коврик крючком. Для вязания я буду использовать два цвета пряжи, но при желании можно использовать и больше. Коврик можно вязать любого размера. В процессе вы поймете, как это сделать. Также для вязания буду использовать крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок номер 4. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему Для вязанию. начала мы с вами набираем цепочку из 35 воздушных петель. Первую петлю я не затягиваю, она мне служит первой рабочей. Дальше провязываю вторая, третья, четвертая, пятая. И так пока не будет 35 воздушных петель. Теперь отсчитываем 1, 2, 3, 4 и в четвертую петлю вяжем столбик с накидом. И теперь до конца ряда в каждую цепочку мы будем провязывать по одному столбику с накидом. Вот таким образом. Дошли до конца ряда. Вот здесь мы закончили. Теперь давайте на вот этот первый наш столбик вот таким образом прицепим маркер, чтобы в дальнейшем было проще и чтобы не запутаться. Теперь с вами провязываем вот сюда под последний столбик, столбик без накида, 2 воздушные, и у нас получился первый столбик с накидом под вот этот столбик. Делаем накид, сюда же вяжем второй столбик с накидом и сюда же третий. 2 воздушные, первая, вторая, и теперь сюда же вяжем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И дальше переходим к нашим вот этим вот столбикам. Будем их вязать в обратном порядке. То есть вот находим первый столбик и провязываем его столбик с накидом. В следующую петельку также столбик с накидом. И вяжем так, пока не дойдем до конца ряда. Смотрите, вот мы с вами дошли до конца ряда. И вот здесь вот если не считать вот эти вот наши угловые 3 столбика, которые мы провязали вместе, то есть вот начиная от вот этих наших единичных столбиков и до нашей второй стороны у нас должно получиться провязанных 31 столбик. Это важно. Теперь смотрите, вот сюда, под вот эту вот цепочку мы с вами провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 2 воздушные. Сюда же опять под цепочку 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Маркер можно уже снять, он нам не пригодится больше. Сейчас, по крайней мере, третий, 2 воздушные. И теперь сюда же под эту же цепочку опять 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь находим наш первый столбик и в его вершинку вяжем столбик с накидом. Следующую петельку также столбик с накидом и провязываем столбики с накидом до конца ряда, то есть пока мы с вами не дойдем вот до второй нашей стороны. Вот пришли мы к этой стороне, где у нас было уже провязано 2 связки по 3 столбика с накидом. Теперь сюда же под цепочку вяжем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь делаем накид и находим, вот получается, рынку первого столбика, заводим сюда крючок и провязываем полустолбик с накидом. Таким образом мы с вами сразу оказались вот здесь в серединке. Провязываем 3 воздушные петли, это первый столбик с накидом. Теперь сюда же вяжу второй и третий, воздушная петля,
Это, видите, у нас получилось как половинка угла. Вторую половинку мы провяжем в конце ряда. Теперь переходим под вот эту цепочку. И здесь провязываем полноценный угол. То есть вяжем 3 столбика с накидом. 2, 3, 2 воздушные. И теперь еще раз сюда 3 столбика с накидом в эту же точку. Раз, 2, 3. Теперь провязываем воздушную петлю. Пропускаем 3 вот этих столбика, которые относятся к углу. И находим вот первый столбик, который мы вязали друг над другом. Ну, формально это 4-й столбик от крючка. Раз, два, три, 4. И в 4-й столбик провязываем столбик с накидом, первый. В следующую петлю провязываем 2-й столбик с накидом. В следующую 3-й. Воздушная. Одну петлю пропускаем, во вторую вяжем 1-й столбик с накидом. В следующую петлю 2-й. Следующую 3-й. Воздушная петля и опять повторяем. Одну петлю пропускаем, во вторую вяжем, провязываем 1-й столбик с накидом, 2-й, 3-й. Воздушная петля. И вот таким образом, как мы с вами вот вязали 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика, воздушная, мы с вами провязываем, пока не дойдем вот сюда, до наших вот этих вот 3 столбиков угловых, которые были с этой стороны. Вот смотрите, мы провязали последний столбик. Вот сюда 3 столбика у нас вот этих вот угловых остались свободными. Провязываем воздушную петлю и находим уголок. В уголок, то есть мы пропускаем 1, 2, 3, в уголок вяжем 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Воздушная петля и переходим к следующему углу, и его провязываем также 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. И теперь будем вязать с вами эту сторону точно так же, как противоположную. То есть провязываем воздушную петлю, 3 столбика, которые относятся к углу, пропускаем, 1, 2, 3, и в 4-й начинаем вязать. Провязываем 1 столбик с накидом, в следующую петельку 2, следующую 3, воздушная. Одну петлю пропускаем, во вторую начинаем вязать. Провязываем 1 столбик с накидом, в следующую петлю 2, в следующую 3. То есть точно так же, как мы с вами вязали с этой стороны. Итак, мы с вами вяжем, пока не дойдем вот до вот этих вот 3 столбиков. Вот мы провязали с вами до конца ряда. У нас здесь осталось 3 свободных столбика. Вяжем воздушную. И теперь нам нужно закрыть наш уголок. Здесь половинка угла уже провязана, поэтому сюда мы в уголок провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Находим вершинку первого нашего столбика. Делаем накид на крючок. Вытаскиваем и провязываем полустолбик с накидом. Мы опять оказались с вами в серединке нашего вязания. Теперь мы с вами провязываем 3 воздушные, которые нам служат первым столбиком с накидом. И теперь в уголок вот сюда вяжем 2 столбик с накидом и 3.
И опять у нас получилась половинка угла. Дальше вяжем воздушную. И вот в этот промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная. И следующий вот этот промежуток под цепочку вяжем уголок. Провязываем 3 столбика с накидом. Две воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля. Теперь в каждый промежуток будем вязать по 3 столбика с накидом, и между ними будем вязать по воздушной петле. То есть это примерно как мы с вами вяжем бабушкин квадрат. Вот мы провязали с вами 3 столбика, воздушная петля, следующий промежуток также 3 столбика. Раз, два, три. Воздушная петля. И дальше опять следующий промежуток 3 столбика. И таким образом провязываем, пока не дойдем до угла. Вот дошли мы с вами до угла. И в уголок провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3, 2 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Воздушная петля, в промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 2, 3. Воздушная петля, и в уголок вяжем 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, точно так же, как вязали вот здесь. Теперь дальше провязываем воздушную петлю и будем вязать точно так же, как с этой стороны. В каждый промежуток по 3 столбика с накидом и между ними провязывать по одной воздушной петле. Первый столбик, второй, третий. Воздушная петля. Следующий промежуток также 3 столбика. И так вяжем, пока не дойдем до угла. Итак, мы дошли до конца ряда, до нашего угла. Провязываем воздушную и вяжем в уголок вторую его часть. Провязываем 3 столбика с накидом. Делаем накид на крючок. Находим вершинку первого столбика. И в эту вершинку вяжем полустолбик с накидом. Следующий ряд мы с вами будем вязать по тому же принципу, что и предыдущий. Провязываем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь сюда же вяжем второй столбик с накидом, третий. Это наша половинка угла. Воздушная петля. Следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная петля. Следующий промежуток 3 столбика. Первый, второй, третий. Воздушная петля. Уголок провязываем как обычно 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 2 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Дальше вяжем сторону, провязываем воздушную петлю и в каждый промежуток будем вязать по 3 столбика с накидом до следующего угла, между ними не забывая провязывать по одной воздушной. 3 столбика, воздушная, в следующий промежуток также 3 столбика, то есть точно так же, как мы вязали вот здесь, в предыдущем ряду, мы провязываем так до нашего следующего угла. Дошли до угла и угол провязываем как обычно 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 2 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два,
3. Воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная петля, следующий промежуток также 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная. И в уголок вот сюда вяжем точно так же, как здесь. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Вот сюда. Провязали угол и дальше воздушная петля. И в каждый промежуток теперь будем вязать по 3 столбика с накидом и между ними провязывать по одной воздушной петле. То есть точно так же, как мы с вами вязали в предыдущем ряду и точно так же, как мы с вами вязали на этой стороне. То есть дальше вяжем воздушную и в следующий промежуток 3 столбика с накидом. И так пока не дойдем до нашего угла. Дошли мы с вами до угла, провязываем воздушную и угол завершаем как обычно. 3 столбика с накидом. Дальше делаем накид и в третью петельку, вершинку первого столбика, провязываем полустолбик с накидом. Теперь смотрите, вязание немножко изменится. Провязываем 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь в уголок вяжем второй столбик с накидом, третий, четвертый, 2 воздушные. И теперь сюда же вяжем раз столбик с накидом, 2, 3, 4. Теперь 2 воздушные, раз, два. И в первый промежуток вяжем 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Дальше вяжем 2 воздушные и в следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Воздушная. Следующий промежуток 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Дальше вяжем воздушную и в уголок вяжем, как обычно, 3 столбика с накидом. Две воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. Дальше воздушная и до следующего угла вяжем точно так же, как вязали в предыдущем ряду. В каждый промежуток по 3 столбика с накидом и не забываем между ними воздушная провязывать по воздушной петле. То есть вот мы с вами провязали 3 столбика вот сюда, воздушная, 3 столбика, воздушная. И вяжем так, пока не дойдем до следующего угла. Дошли до нашего следующего угла и теперь будем повторять наше вот это вот вязание, там где мы начинали с 4 столбиков с накидом. То есть провязываем воздушную, как обычно по схеме, и теперь в уголок вяжем 4 столбика с накидом. 2, 3, 4, 2 воздушные и сюда же еще раз провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, 3, 4. Дальше 2 воздушные и теперь в следующий промежуток вяжем 4 столбика с накидом. Первый, второй, третий, четвертый,
2 воздушные, следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, 1 воздушная, следующий промежуток 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, 1 воздушная, и уголок провязываем так как обычно: 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Вот я провязала уголок, и дальше воздушная петля, и в каждый промежуток следующий провязываем по 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, воздушная петля, и в следующий промежуток также 3 столбика. То есть мы с вами провязываем точно так же, как эту сторону, либо же точно так же, как предыдущий ряд. Они одинаково провязываются, и вяжем так до нашего следующего угла. Вот дошли мы с вами до конца ряда, вяжем воздушную, и теперь в первый столбик, в вершинку, то есть третью петлю подъема, соединительной присоединяемся. Тут главное найти эту петельку, потому что она у нас может прятаться. Так, соединительная. Теперь провязываем 3 воздушные петли. Это наш первый столбик с накидом над вот этим столбиком. Теперь вяжем в следующую петельку второй столбик с накидом, следующую петельку третий, следующую четвертый и сюда же пятый. Дальше 2 воздушные. Находим вот эти столбики. В первый столбик вяжем 1 столбик с накидом, первый, в следующую петельку второй, в следующую третий, в следующую четвертый и сюда же пятый. Вот такой уголок получается. Теперь опять 2 воздушные петли. Находим вот эти 4 столбика. Провязываем первый, второй, третий, и в последний вяжем 4 столбик и сюда же 5. Дальше провязываем с вами 2 воздушные, и в первый наш вот этот столбик вяжем столбик с накидом. Дальше 1 воздушная, и в следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, воздушная, следующий промежуток 3 столбика с накидом, 1, 2 и 3, 1 воздушная, и в уголок вяжем как обычно 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. А дальше вяжем точно так же, как в предыдущем ряду, воздушную петлю, и в первый промежуток 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, воздушная петля, следующий промежуток также 3 столбика с накидом, воздушная, и так провязываем, пока не дойдем до нашего следующего угла. Смотрите, дошли мы с вами до угла, у нас остался один свободный промежуток перед углом. Мы провязываем здесь 1 воздушную, теперь 1, 2, 3, в третий столбик провязываем столбик с накидом. Дальше 1 воздушная, находим вот эти первые 4 столбика, провязываем первый столбик с накидом, в следующую петлю второй, в следующую третий, и в следующую 4 и сюда же 5 столбик. 2 воздушные, переходим к следующим столбикам, провязываем первый, в следующую петлю второй, в следующую третий и в следующую 4 и сюда же вяжем 5. Теперь дальше вяжем 2 воздушные, находим наш первый вот этот столбик, в него вяжем первый столбик с накидом, следующую петельку второй, следующую третий, следующую
4 и сюда же 5. Дальше 2 воздушные. И вот в первую петлю следующей тройки провязываем столбик с накидом. 2 воздушные. Следующий промежуток вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная. Следующий промежуток 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Воздушная. И уголок провязываем как обычно 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Вот я провязала угол. И теперь дальше вяжу точно так же воздушную петлю. И по 3 столбика буду вязать в каждый промежуток, не забывая провязывать воздушные петли между этими 2 столбиками. Воздушная петля, и в следующий промежуток также 3 столбика, и вяжем так до нашего угла. Дошли мы с вами до угла, у нас остался здесь один свободный промежуток, провязываем 1 воздушную, 1, 2, 3, в третью петлю вяжем столбик с накидом, 1 воздушная, и в третью петлю, вершинку первого столбика соединительной присоединяемся. Теперь смотрите, дальше набираем 3 воздушные петли, как первый столбик с накидом над вот этим столбиком. Теперь в следующую петлю вяжем 2 столбик с накидом, дальше 3, 4, и теперь в последний столбик провязываем 5 и сюда же 6. То есть в последний столбик провязываем 2 столбика с накидом. Дальше вяжем 2 воздушные и опять провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 в последний столбик. 2 воздушные, 1, 2, 3, 4, 5, 6 в последний столбик. То есть точно так же, как мы с вами вязали вот здесь. Вот, смотрите, у нас получилось по 6 столбиков в каждом вот этом кусочке. Дальше провязываем 2 воздушные. Находим наш вот этот столбик с накидом, в него вяжем 1 столбик с накидом и сюда в промежуток следующий вяжем еще 2 столбика. Видите, у нас получилась связка из 3 столбиков. Дальше воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, воздушная петля, и вот сюда в уголок вяжем как обычно 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Вот наш провязанный уголок, а дальше как обычно вяжем 1 воздушную петлю и в каждый промежуток будем провязывать по 3 столбика с накидом, пока не дойдем до следующего угла. Между 3 столбиками не забываем провязывать по воздушной петле. Воздушная петля, и поехали дальше. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика, и вяжем так до нашего следующего угла, а точнее вот до вот этого столбика. Вот смотрите, мы с вами дошли до первого промежутка перед нашим столбиком с накидом, вяжем воздушную. В этот промежуток вяжем 1 столбик с накидом, сюда же 2, а в вершинку вот этого столбика провязываем 3. Дальше воздушная петля, и начинаем вязать вот эту вот сторону. То есть провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 в последний столбик, 2 воздушные, опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 в последний столбик, 2 воздушные, 1, 2, 3, 4, 5, 6 в последний столбик. Вот мы провязали с вами наш полукруг. Теперь вяжем 2 воздушные. В наш вот этот единичный столбик провязываем столбик с накидом 1, и вот сюда в промежуток провязываем 2 и 3. Воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Воздушная петля, следующий промежуток 3 столбика с накидом, 1, 2, 3.
воздушная петля, и в уголок вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом, точно так же, как здесь. Вот провязали угол, дальше вяжем воздушную петлю, и теперь до следующего нашего угла провязываем по 3 столбика с накидом в каждый промежуток, и между ними не забываем сделать по воздушной петле. Воздушная, и дальше 3 столбика с накидом, воздушная, и так пока мы с вами не дойдем вот до нашего следующего угла, до нашего единичного столбика. Вот смотрите, мы дошли с вами до нашего последнего вот этого столбика, провязываем здесь воздушную петлю, как обычно, и теперь перед столбиком вяжем 1 столбик с накидом, сюда же в этот же промежуток 2, и в вершинку столбика 3, воздушная петля, и теперь в вершинку, в третью петлю подъема, в вершинку первого столбика соединительной присоединяемся. Смотрите, дальше, чтобы увеличивать наш коврик, нам необходимо будет повторять 2 ряда. Первый ряд, в котором у нас будет вот такой вот столбик. Видите, мы вязали здесь его в третий, значит в следующем ряду мы будем вязать его вот сюда вот в третий. То есть у нас единичный столбик должен быть над единичным столбиком, то есть вот здесь. Потом все вот эти вот закругленные углы мы будем всегда вязать. То есть здесь везде у нас будет по одному, здесь 2. 2 воздушные, опять по одному, в последний столбик 2 воздушные, 2, и опять у нас по одному, и в последний 2 столбика. Теперь смотрите, у нас идет здесь 2 воздушные, и вот здесь вот был у нас столбик с накидом. Значит, мы над ним будем вязать столбик с накидом, воздушная петля, и дальше по схеме, как мы с вами обычно вязали. То есть в промежутке вяжем по 3 столбика с накидом, и между ними по воздушной петле, уголки провязываем, как обычно, 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Когда доходим до следующего угла, та же самая история. Здесь мы с вами закончили, да, вязать. Вот, провязали 3 столбика с накидом. Дальше воздушная петля. И вот сюда вот здесь был у нас столбик 1. И над ним вяжем еще 1 столбик. Воздушная петля. И поехали вязать точно так же, как вязали с обратной стороны. Это будет следующий ряд. И второй ряд, который мы будем вязать после него, это будет вот этот ряд, где у нас было по 3 столбика в связочке, да, то есть мы с вами провязываем точно так же. Если у нас вот эта часть 2 столбика были перед ним, а 1 в него, точно так же будет и здесь, в следующем ряду. И опять провязываем весь ряд, пока не дойдем до угла, до следующего. И провязываем здесь точно так же. А вот здесь, вот где у нас, мы опять смотрим, как у нас было провязано. У нас было провязано столбик с накидом, и после него в промежуток 2 столбика вместе. То есть всего у нас будет 2 ряда повторяться, вот этот и вот этот. Самое главное, ориентируйтесь на то, чтобы где у вас находится вот этот вот столбик, значит над ним через ряд вяжется точно так же столбик. И точно так же с 3 вот этими вот столбиками с накидом. Если вы видите, что в начале вязался столбик с накидом, а за ним 2 столбика в промежуток, значит провязывайте точно так же. Если же вы видите, что в начале провязывалось 2 столбика, а потом столбик с накидом, значит вяжите именно так. Давайте с вами провяжем еще один ряд, чтобы было более понятно, и уже все стало на свои места. Вот следующий ряд, вот этот вот, который мы будем вязать точно так же, как вот здесь, то есть там, где у нас единичные вот эти столбики есть. Давайте мы здесь сменим с вами нить. Провяжем воздушную, обрежем белую ниточку и возьмем новый цвет. Провязываем одну воздушную, затягиваем ее.
И теперь находим нашу вершинку, то есть там, где мы с вами вот закончили. И в вершинку этого столбика заводим крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем. Это наш столбик без накида. Дальше вяжем 2 воздушные и получаем первый столбик с накидом. Теперь, как я и говорила, здесь мы с вами вяжем в следующую петлю второй столбик, следующую третий, следующую четвертый, дальше пятый, а в последний столбик всегда провязываем 2 столбика с накидом, первый и в эту же петельку второй, 2 воздушные, и опять повторяем точно так же все столбики по одному, в последний 2 столбика провязываем, 2 воздушные, все столбики провязываем по одному, в последнюю петельку 2 столбика, то есть повторяем наше вязание. Мы точно так же с вами вязали в предыдущем ряду. Единственное, что у нас с каждым рядом будет увеличиваться количество вот этих столбиков. Вот видите, мы провязали ряд точно так же, как в предыдущем случае, в предыдущем ряду. То есть у нас все столбики по одному, в последней петельке мы провязывали по 2 столбика. И между ними вязали по 2 воздушные. Дальше вяжем 2 воздушные всегда. После нашей вот этой вот последней, у нас 3 всего, раз, два, три части. После последней части мы всегда в каждом ряду вяжем 2 воздушные. Теперь делаем накид и смотрим. Сейчас мы с вами повторяем вот этот вот ряд, первый. И у нас столбик с накидом единичный был вот здесь. Значит, мы поднимаемся вверх и будем вязать в первый столбик. Единичный столбик с накидом. Дальше воздушная петля. И поехали с вами вязать, как обычно, 3 столбика с накидом в промежуток. Воздушная. Следующий промежуток 3 столбика. Воздушная. Следующие 3 столбика. То есть здесь все очень просто и стандартно. Узор повторяется. Воздушная петля. Когда мы доходим до угла, до этого мы провязываем 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика, так как делали в каждом ряду. Вот. А дальше до следующего нашего угла мы провязываем воздушную петлю и в каждый промежуток вяжем по 3 столбика с накидом, не забывая между каждыми 3 столбиками вязать по одной воздушной петле. Воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. И так, пока мы с вами не дойдем до вот этой вот нашей части, там, где у нас были 3 столбика, провязанные в единичный столбик. Смотрите, дошли мы с вами до вот этой точки, до связки, которая была провязана в столбик с накидом в единичный. Провязываем воздушную. И так как мы вяжем сейчас с вами ряд, точно так же, как вот это, там, где был единичный столбик, мы смотрим, что единичный был провязан здесь, значит, нам нужно провязывать вот в этот столбик. Вяжем сюда столбик с накидом. Воздушная петля. И теперь здесь повторяем все по одному столбику петельки в последний столбик, вернее, все петельки по одному столбику, в последнюю петельку 2 столбика, 2 воздушные, по одному в последнюю 2, 2 воздушные, по одному в последнюю 2. То есть точно так же, как мы с вами вязали вот здесь. Итак, мы провязали с вами 3 вот эти половинки. Дальше вяжем воздушную петлю и смотрим. Повторяем вот этот вот ряд, там, где был единичный столбик. Он был провязан здесь, значит, мы вяжем с вами в первый столбик, провязываем 2 воздушные, во-первых, и в первый столбик провязываем столбик с накидом. Дальше воздушная петля, и дальше мы с вами в каждый промежуток до угла вяжем по 3 столбика с накидом. И между ними провязываем по одной воздушной. Раз, два, три. Воздушная. И в последний промежуток перед уголком 3 столбика. Раз, два,
3. Воздушная петля, угол как обычно провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Вот он наш уголок. Дальше провязываем как обычно воздушную петлю и в каждый промежуток по 3 столбика с накидом. Между ними и не забываем провязывать воздушную петельку. И вяжем так с вами, пока не дойдем вот до вот этой связки, которая была провязана в единичный столбик. Дошли мы до конца ряда, провязываем воздушную петлю, и мы с вами повторяем вот этот ряд. Смотрим, столбик был провязан здесь, значит нам единичный нужно провязать вот сюда. Воздушная петля, и здесь вершинку первого столбика соединительной присоединяемся. То есть, видите, мы с вами повторили вот этот ряд. Теперь будем повторять ряд, в котором вот 3 наших столбика провязаны вот таким образом. То есть, изначально мы с вами набираем 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом. И дальше провязываем, как обычно, все столбики по одному, в последний столбик 2. 2 воздушные, все столбики по одному, в последний 2. 2 воздушные, все столбики по одному, в последний 2. То есть точно так же, по тому же принципу, как мы вязали в предыдущих рядах. Дальше мы смотрим. Мы с вами повторяем вот этот ряд, там, где у нас 3 столбика, один из которых провязан в вершинку единичного столбика предыдущего ряда. Как они у нас провязаны? Вначале провязывается столбик в вершинку единичного, и после него в промежуток вяжется еще 2. То есть здесь повторяем точно так же. То есть вяжем 2 воздушные, как обычно, после наших вот этих вот элементов. Теперь в вершинку столбика провязываем столбик с накидом. И за ним в промежуток провязываем еще 2. Воздушная. И дальше вяжем, как обычно, до следующего угла в каждый промежуток по 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом, воздушная петля, 3 столбика с накидом, воздушная петля, и в уголок вяжем как обычно 3 столбика, 2 воздушные, 3 столбика. Вот наш уголок, и дальше провязываем воздушную петлю, и до следующего угла мы с вами вяжем по 3 столбика в каждый промежуток, и между ними не забываем вязать по одной воздушной петле. То есть все точно так же, как и в предыдущих рядах, и провязываем так вот, пока не дойдем до нашего единичного столбика. Вот видите, мы с вами дошли до вот этой вот точки, провязываем воздушную петлю, и мы с вами смотрим, как были вот здесь провязаны столбики. Вначале 2 столбика было перед единичным столбиком, и 1 столбик был провязан в единичный столбик. Точно так же вяжем и здесь 2 столбика перед единичным столбиком, и теперь 1 столбик вяжем в него. Воздушная петля, и теперь повторяем вот здесь точно так же все столбики по одному, последние 2, 2 воздушные, все столбики по одному, последние 2, 2 воздушные, все столбики по одному, последние 2. Итак, провязали. Теперь смотрим, здесь провязываем сразу 2 воздушные, как обычно, и смотрим, как у нас было вот здесь провязано. Было провязано в начале в единичный столбик, а потом 2 столбика за ним. Точно так же делаем и здесь. Единичный столбик в единичный и сразу за ним. 1, 2. И дальше, как обычно, воздушная петля, 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля. И, как обычно, 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. В уголок вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. И дальше воздушная петля. И, как обычно, провязываем до нашего
следующего угла. То есть здесь у нас вязание повторяется. Я думаю, что здесь уже показывать, думаю, не нужно. Вновь дошли мы с вами до вот этого единичного столбика и смотрим, как вязалось здесь. У нас было 2 столбика перед единичным и 1 вязался в него. Точно так же повторяем и здесь воздушная петля. Провязываем 2 столбика перед единичным столбиком с накидом и 1 столбик вяжем в него. Воздушная, вершинку первого столбика, соединительный, присоединяемся. Смотрите, по такому принципу вы можете провязать столько рядов, сколько вам необходимо для вашего размера. Самое главное, ориентируйтесь вот по вот этим единичным столбикам и по столбикам, которые вязались в эти единичные столбики, как они вязались. Все остальное у нас провязывается идентично, точно так же, как мы с вами вязали в предыдущих рядах. Ничего сложного в этом нет. Я думаю, что у вас все получится и вы совсем разберетесь. Дальше показывать я просто не вижу смысла, потому что ряды повторяются. У нас идет первый, второй, первый, второй, первый, второй. Итак, вот я провязала нужный размер моего коврика. В моем случае получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов. Вот там, где мы с вами вязали столбиками полукругом с одной стороны и полукругом с другой стороны. В принципе, коврик можно уже оставить таким, какой он есть, а можно еще дополнительно сделать обвязочку. Обвязку я буду делать в следующем видео, поэтому не забудьте подписаться, чтобы его не пропустить. Оно выйдет очень скоро. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.